Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео поговорим о декоративных лиственных однолетниках, которые мы можем использовать для украшения нашего сада. Ну, я думаю, вы догадались, что речь пойдет о колиусах. Колиусы у меня вот в таком великом множестве. У меня в этом сезоне 5 расцветок, 5 разных видов колиусов. И вот сегодня я буду ими заниматься. Ну, скажу так, что это мои африканские любимчики. Думаю, многие знают, что африканские они потому, что родом они из Африки. Это декоративные такие травки, которые подарил нам африканский континент, точно так же, как и обыкновенные наши тагетисы или чернобрывцы, как говорят у нас в Украине. Ну вот колиусы это с того же континента африканского, и, к сожалению, у нас для них холодновато, поэтому мы их выращиваем как однолетники. Хотя на самом деле это обыкновенный многолетник, который украшает именно своими листьями цветники. Ну а соцветия, к сожалению, у него такие, знаете, непоказные, совершенно такие блеклые, я бы сказала. Поэтому выращивают их цветоводы и садоводы именно ради окраски листьев. Ну вот такие вот, посмотрите, какие они красавчики. В этом году я посеяла из собственных семян, собирала я их осенью, из своих многолетников, которые оказались однолетниками, но, скажем так, их родители до сих пор живы, они у меня находятся в вазончиках, и я вот буквально, как только немножко еще потеплеет, я их снова высажу в грядки, цветочные грядки. Что же у меня здесь из расцветок? Это все гибридные семена, называются колиусы американские, вообще американской селекции, Pan American. И у меня несколько наименований, как я вам уже сказала, буквально сейчас я вам их перечислю. Значит, это колиус Скарлетт. Я, кстати, вставлю фотографии больших взрослых растений. Теперь это вот красный такой колиус, называется Wizard Red. Посмотрите, какой он. Чем больше будет солнца, тем краснее он будет. Теперь еще у меня есть вот такой вот зелененький, насыщенно зеленый. Это Джек называется. Теперь вот такой вот, этот из тех, которые я посеяла, самый солнцелюбивый. Он называется Sunset. Но листья сейчас у него вот такого блеклого цвета, да, немножко даже грязного, а летом он совершенно рубиновый. Очень красивый колиус, который нуждается в хорошем освещении. Ну и, наконец, вот такой вот со вставочками такими бордовыми. Этот называется Coral Sunset. То есть он будет немножко такой красновато-зеленоватый, этот будет совершенно красный. Вот 5 у меня этих колиусов. Сеяла я их 26 февраля. То есть им уже как раз месяц. Они образовали листики. Видите, уже у них есть 2 и 3 листик. Вот даже уже есть 5 и 6 снизу семядольки, а сверху уже, сейчас покажу, вот снизу семядольки, а
а сверху уже листики. Поэтому их пора пересаживать, иначе они перерастут, и потом с ними уже не справишься. Сеяла я их в обыкновенный верховой торф с добавлением вермикулита, для того, чтобы почаще, не очень часто поливать. И сейчас буду пересаживать, скажем так, в порционные стаканы. У меня стаканчики вот такие вот 200-миллилитровые. Вот такие вот стаканчики. Обязательно с дренажным отверстием. Вот видно вам дренажное отверстие. Я сейчас их наполню их верховым торфом с агроперлитом. Вермикулит у меня уже остался для черенков, для черенкования. А дальше я буду работать с агроперлитом при пересадке вот таких растений, как колиусы. И покажу вам уже в процессе пересадки, как я это делаю. Хочу сказать еще буквально несколько слов о колиусах. Поскольку они у нас выращиваются как однолетники, то надо позаботиться о том, чтобы они успели за вот время такого короткого периода вегетации, примерно со второй декады мая и до конца октября, чтобы получить красивейший такой большой разросшийся куст. И для этого колиусы обязательно прищипывают или обрезают. Делают такую вот декоративную обрезку формирующую, то есть убирают центральный стебель. И за счет того, что стебель удален, растение начинает усиленно ветвиться. И так вы получаете красивые такие мохнатые кусты, которыми можно украсить и бордюры, и центры клумб. Высаживать их обычно нужно такими целыми большими куртинами, для того, чтобы был массив из растений. И тогда они покажут себя во всей красе. Теперь приступим к пикировке. Это будет пикировка, потому что вот они все, видите, вот в каждом горшочке этом пластиковом примерно 25, может 30 растений. И их сейчас надо расселить в отдельные квартиры. Что я и буду делать. Приготовила я для того, чтобы растения хорошо укоренились, вот такой вот растворчик. Видите, такого коричневого цвета. Это Радифарм. Хороший такой стимулятор роста, укоренитель с большим количеством фосфора. И им буду поливать после пересадки, для того, чтобы растение быстрее образовало сильные, хорошие, мощные корни. Хочу еще буквально пару слов сказать о том, что собой представляют семена колиусов. В общем, это такие совершенно мелкие семечки, похожие на маковые такие горошинки. И сеют их обычно по поверхности почвы, не заглубляя в почву. Иначе придется очень долго ждать, пока они взойдут. Поэтому, если у вас есть свои колиусы, можете собрать семена и просто использовать их для того, чтобы это растение размножить и оставить в своих запасах. Вот такой у меня торф верховой. Он с агроперлитом, как я уже сказала. И сейчас я буду работать по пикировке. Использую я обыкновенную ложку, наполняю стаканчики. Торф, конечно, очень хороший субстрат, такой вот торфяной. Корни в нем быстро приживаются у растения. И растение быстро заполняет все пространство внутри стаканчика. Работаю я, как обычно, вот таким вот чертежным карандашом, практически кахинором. Вспомним юность. Теперь посмотрим, давайте, что же у меня тут выросло. В общем, тут серьезное такое дело. Мы должны вот эту вот емкость сейчас освободить и переложить на такую плоскость, с которой мы можем работать и не нарушать корни. Я использую тарелки обычно или какие-то такие плоские плошки. Сейчас я эти растения вот так вот аккуратно перенесу сюда, на тарелочку. Не бойтесь,
корешки такие, вот они уже, видите, держат этот ком. Вот они уже, сейчас покажу поближе. Уже они пробились. Вот они уже они практически заполнили пространство, поэтому надо побыстрее работать с пикировкой, иначе они срастутся и уже не удастся распикировать растения. Ну, а теперь будем делить. Делю я с помощью вот такой лопатки пластиковой. Стараюсь работать так, чтобы не повредить корешки. Сейчас покажу. Вот отделяю растения. Желательно отделять растения с небольшим комом почвы, чтобы меньше нарушать корневую систему. Вот так выглядит растение, которое я уже отобрала из общего общежития, так скажем. И теперь я сделаю небольшое углубление в стаканчике и пересажу сюда этого красавчика колиуса. Стараюсь посадить его поглубже, чтобы растение поняло, что оно уже как бы в новой емкости. И вот сейчас наполню торфом стаканчик так, чтобы уже уровень почвы был по семидольке. Вот так вот. Ну, практически все. Тут я все сделала. Немножко вот так вот утрамбую. Вот так выглядит распикированный колиус. И теперь полью, как я уже говорила, радифармом, водным раствором радифарма, для того, чтобы растение быстрее укоренилось. Эти пересаженные колиусы нужно оставить примерно на 2-3 дня в таком немножко затененном месте, прохладном, чтобы им было не жарко, где-то при температуре 15-18 градусов, чтобы они обживались на новом месте. И потом уже, как только они адаптируются, вы увидите, что тургор у листьев хороший, листья вот такие сочные, не вялые. Это значит, что растение начало осваивать новую квартирку, новое жилье. Ну что ж, я начинаю работать, работаю дальше. Вы можете за мной понаблюдать. Процесс довольно кропотливый, но для садоводов, для тех, кто любит растения, я думаю, что это дело не хлопотное. Тем более, что за зиму мы отдохнули и уже можем работать совершенно как бы в радость, я бы так сказала. Некоторые поливают предварительно сам стаканчик, хорошо проливают, а уже потом высаживают растения. Но я так не делаю, потому что не хочу ковыряться в грязи. Хочу, чтобы это была более простая работа, чтобы это было более чисто. Поэтому работаю вот с таким полувлажным торфом, не влажным. Еще одного красавчика я распикировала. Немножко добавлю почву, полью. Кстати, можно использовать не только радифарм. Радифарм это достаточно дорогой укоренитель. Можно использовать более простые укоренители. Например, там тот же циркон, тот же корневин. Вот такие вот, как бы более знакомые нам. Даже если у вас нет таких укоренителей, можете просто сделать водный раствор янтарной кислоты. Это тоже хорошее средство для быстрого укоренения вот таких пересаженных растений. Ну что ж, я продолжу свою работу, а вам предложу цветочные композиции, где я использовала колиусы, чтобы вы насладились их красотами. И тоже задумались о том, что, может быть, посеять нужно такие растения, может быть, стоит их вырастить для того, чтобы украсить свой сад.
Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было для вас интересным. Не забудьте подписаться, поставить лайк и прокомментировать. Кстати, напишите, а вы выращивали колиусы? Может, вы сейчас их выращиваете? Расскажите, насколько вам нравятся эти растения. Пока-пока, скоро увидимся.